Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за нашими встречами с Юрием Воскресенским. Он на связи прямо сейчас. Юрий, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие друзья, зрители и слушатели. Вы знаете, мы встречаемся еженедельно, поэтому это понятно, там обзор какой-то за неделю, хотя вот события бьют ключом и поговорим об актуальном. Однако мы очень благодарны вам за то, что комментируете, за то, что, собственно, так сказать, вот участвуете в наших дискуссиях на платформе. Юрию даже один комментарий понравился очень. Да, спасибо большое, дорогие друзья, что вы так активно комментируете, особенно своих земляков, белорусов. Приглашаю обсуждать, креативить какие-то идеи, тем более, что Александр в Беларуси смотрит, он не включен ни в какие списки, экстремистских ресурсов, да, поэтому можно активно и репостить, и писать комментарии, ставить лайки. И вот давайте, чтобы как-то оживить наше общение, за лучший комментарий, который будет выбирать, допустим, Александр или я, будем поощрять наших зрителей. Вот прошлый эфир у нас буквально рекордное количество, пришло наших зрителей. И почти под 3000 комментариев там было, или 2700. Ну вот, некоторые комментарии действительно вызывают искреннюю улыбку, что в наше такое непростое, сложное время очень важно. Поэтому вот, Александр, мы выбрали там, этот скрин, поэтому пользователи, если свяжется с Александром там по форме какой-то обратной связи или напишет это, то мы вот книжку про события 2020 года отправим с автографом, с деком и будем стараться отправлять еженедельно, если, конечно, такая потребность есть. Спасибо вам большое за то, что нас смотрите и слушаете. Да, ну комментарий выбрал Юрий, это, конечно, нечто. Чет Воскресенский с каждым эфиром все кровожаднее. Глаза теплеют только когда про телят и батьку говорит. Елена, как мы там понимаем, спасибо большое. Есть предложка в телеграм-канале, есть почта, поэтому пишите на электронку и, в общем, свяжитесь. Но, знаете, такая достаточно теплая атмосфера начала перебивается достаточно бурными событиями, которые происходят сейчас, которые вот на этой неделе всех действительно ввергают в определенный шок. О чем шок? Да о том, что все опять срывается с крючка. Послушать Зеленского, последние его опусы, да, то в «Атлантик», то в «Политико» на панели Мюнхенской конференции, но это просто нечто. Значит, говорит, Путин не в тюрьме со своими друзьями, это уже компромисс. И вообще я моложе Путина, это очень важно, у Путина мало времени. Понятно, что это хоть какой-то вариант ответа, да, попытки ответа прежде всего председателю Совета мира, Трампу, который ему четко сказал: Зеленский, давай, можешь упустить шанс, пора. Это вот буквально вчера, говорит, давай, Зеленский. Ну, Зеленский дает, только в противоположном направлении. Почему, как вам кажется, на что расчет? И Мюнхенская конференция, где красной нитью проходит тема Украины, она понятна не только об Украине, но очень интересно выглядит Китай на этой конференции. С Рубио встретился Ван И, перед этим поговорил с Сибигой. Есть что обсудить и есть что проанализировать. Как вы думаете, Зеленский оформил уже все предпосылки для того, чтобы Трампа сказать ему «пока-пока, Донни»? Но я хочу сказать, что вот эти его эскапады, выпады, касаемые возраста, они с недоумением, их слышат в Белом доме. Потому что, извините, но сегодня, в этом году, точнее, в текущем, Дональду Трампу исполнится 80 лет. Он, извините, на, 5 лет, на 4 года, точнее, с половиной старше Путина. И, конечно, я не думаю, что ему слушать приятно вот такие вот тезисы Зеленского, которые, кстати, не имеют отношения никакого к попытке
обсуждения разработки мирного соглашения. Какая разница, сколько лет человеку? Ты же здесь не с Путиным воюешь, и, значит, а с российским государством. Поэтому Путин – это человек системы, это ее лучший представитель. Но это не значит, что если что-то изменится, если что-то со здоровьем кого-то произойдет, то у тебя будет какая-то передышка на поле боя. Более того, мы сколько раз об этом говорили и подчеркивали, что Путин – это представитель, скажем так, корректной, классической, кулуарной дипломатии. С Путиным можно договориться. Есть люди, с которыми уже договориться будет крайне сложно. Крайне сложно. И, кстати, российское общество, оно все больше и больше, скажем так, в их сердцах отзываются тезисы Дмитрия Анатольевича Медведева. Кстати, у него рейтинги сейчас идут вверх, и его слова заходят как бальзам на душу. Поэтому, если ты не хочешь договариваться с Путиным, ну, тебе тогда, если ты такую тактику выбрал, придется договариваться, возможно, с Медведевым. Вот. Но, во-первых, первое, к тому времени, что останется от Украины, от украинской промышленности, народного хозяйства, да, сельского хозяйства, людей. А второе, какие тебе условия выдвинут? Будут ли они, значит, мягче, чем те условия, которые сейчас? Я сомневаюсь. Таких мягких условий, которые предлагает Россия сейчас, их не будет никогда. И об этом сказал наш, в том числе, председатель Совета мира, намекнув, что Зеленскому нужно торопиться. Поэтому, значит, сама конференция, ну, вы знаете, никакого определяющего начала я там не увидел, каких-то программных выступлений тоже не увидел. Значит, там собрались политики, которых ненавидят собственные народы. Нет, ну Причем, подождите, как это? А интрига с Мерцем? Это же просто... так и его что же ненавидят? 20% рейтинг. Это же 20%. просто, как он, понимаете, как он там, какие у него замесы с Макроном, с тем же, да. Макрон говорит, надо устойчивую связь наладить с Путиным и так далее. То есть, да, Макрон говорит, ну, Мерц ему отвечает, что нет, надо истощать Россию, у нас будет самый лучший в мире бундесвер. То есть, абсолютно разброд и шатание сейчас в европейском стане. Правильно, потому что, во-первых, они не представляют, значит, общественное мнение тех стран, которых возглавляют. Ну, сейчас вот смотрел актуальные рейтинги. Макрон 11%, Мерц чуть-чуть подрос до 20%, Стармер 10%. Ну, то есть, представляете, 90% жителей, граждан Франции, Германии, соответственно, и Великобритании, или Мелкобритании, как ее сейчас принято называть, они не согласны с этой политикой. И мы все понимаем, что все равно, как бы они ни пыжились, значит, ни к чему эта политика хорошая для их стран экономик, в целом для Европейского Союза не приведет. Им критически важен источник дешевого углеводородного сырья, нефтегаз и уголь. Значит, это можно обеспечить двумя путями. Либо восстановить прямые контакты с Российской Федерацией с последующим, значит, вводом в эксплуатацию повторную Северного потока-1, Северного потока-2, либо попытаться поработить Российскую Федерацию через, значит, какие-то, да, оппозиционные структуры, да, значит, чтобы этот поток наладить. Никакие корабли с американским СПГ им не помогут. Тем более, что в Америке очень серьезные проблемы. То, как порулил наш уважаемый председатель Совета мира, ну, наверное, не рулил никто до него. Вот, значит, я взял цифры по госдолгу на январь-февраль 2025 года. Значит, на 2 января 2025 года госдолг США был 36,1 триллион долларов, а на
февраль уже 2006 года. 38,4 триллиона. Вы представьте, что больше 2 триллионов долларов только за год нарощен был долг. Это 6 миллиардов долларов в день. Значит, и 255 миллионов долларов в час. Вот мы с вами отэфирим, а на 250 миллиарда долларов долг станет больше. Это, значит, как связано с Европой? А так, что у Штатов свои экономические проблемы, они очень серьезные. На это, значит, накладывается еще снижение доли в международных расчетах и снижение доли в международных резервах. Это вот такая аксиома. Поэтому дешевый газ они поставлять не будут. Да он не может быть кораблями дешевый. Значит, соответственно, проблемы будут нарастать. Соответственно, эти проблемы надо забалтывать милитаристической риторикой. И к этому, в общем, и готовится к войне. И, в общем, мы видим, что Европа готовится к большой войне, потому что, значит, 350 предприятий за 5 лет запланировано построить в области ВПК, потому что они постоянно, значит, наращивают присутствие у границ, например, союзного государства. Они открывают заводы, вот мы открываем молочно-товарные фермы, да, школы, там, объекты соцкультбыта, новые предприятия по производству микроэлектроники, а они, значит, открывают предприятия, все связанные с ВПК, то есть производство снарядов, производство беспилотников. Вот вчера там они представили, да, там какую-то совместную немецко-украинскую разработку. Но мы же понимаем, что когда это будет введено в эксплуатацию, этому товару нужна, простите, дистрибьюция. Вот, то есть он же не будет стоять на складе. Вот они произвели, заполнили склад, и все, ждем 5 лет до следующей войны. Конечно, должен быть выхлоп. Поэтому готовятся они к очень нехорошим вещам. И это не может радовать. Ну, так как есть. Юрий, Зеленский говорит, что он не подпишет плохой мир, лучше ничего не подпишет. И, наверное, эта установка кого-то находит, да, отклик в Украине, находит отклик в Европе. Вы знаете, привели социологию, там 30%, 33%, короче, треть украинцев, кого спросили, это, конечно, поразительно, но они прям границы 91 года считают целями в войне. И это на фоне отключений, ударов, ситуации на фронте, где вооруженные силы Украины контратакуют. Потери, конечно, такие достаточно существенные. В общем, это все забрасывается там на запорожском направлении вперед. Нужны какие-то победы, нужны какие-то продвижения. Вроде какие-то там несколько сел. Опять-таки, но это все очень зыбко, потому что ситуация на фронте меняется изначально. Единственное, что нам наконец-то открыли тайну Полишинеля, вот этот ресурс Deep State, который принято считать, в общем, плюс-минус объективным, с украинской стороны имеется в виду, они наконец-то признали, говорят, вот там, где серенькое, там инфильтрация друг дружку войск, то есть там уже российские солдаты могут быть свободно, то есть они туда дошли. И, может быть, там такая черезполосица, да, то есть русские, украинцы, россияне, украинцы. Вы знаете, вот этот момент, да, вот по соглашениям, которое нужно подписывать, он абсолютно неясен. Такое ощущение, что Зеленский затягивает время, но непонятно зачем. Пытаешься раскусить этот орешек, да, эту головоломку, с помощью американцев. Что видишь? Уитакер на Мюнхенской конференции выходит и говорит, представитель Америки, да, при НАТО, говорит, ой, так надо с Китаем договориться. Китай щелкнет пальцами, и война закончится. И ты так сидишь и думаешь, ё-моё, слушайте, вроде Уитакер, вроде там Чин представляет Америку. Зачем он это говорит? Понятно, что в своих каких-то, целях борьбы США против Китая. Но вот эти встречи на Мюнхенской конференции, ты не понимаешь, приближают они или отдаляют мир и какой-то прогресс в переговорах. О переговорах сейчас отдельно, о составах групп. Меня интересует все-таки замысел Зеленского и вот этот расчет. Он на что?
И что такое плохой мир, который Зеленский не подпишет? Ну, слова Зеленского, их надо делить как минимум на два, а то и на 10 раз. Вы помните, этот человек вообще не допускал мысль о каких-то переговорах еще год назад. И даже некоторые депутаты Верховной Рады, написавшие призыв о необходимости переговоров, сейчас находятся, значит, в следственном изоляторе СБУ. Вот. Хотя они просто написали призыв там Ермаку: слушайте, давайте переговариваться. Потом и Зеленский не допускал прямые переговоры с Российской Федерацией. Теперь на них настаивает даже. Только, говорит, не в Москве и Минске, но я готов в любом месте. Вот, значит, потом, значит, Зеленский говорит, что можно обсуждать тяжелые компромиссы, а до этого он это не допускал. То есть это все его слова, значит, ну, они никак не влияют на общую картину. Ну, кроме как повышения там, или снижения там, градуса напряжения, но он, как правило, все время, значит, повышает. Зеленский будет делать то, что ему скажут. Вот то, что ему скажут, значит, то он и будет делать. Только единственный момент: скажут не американцы, а британцы и европейцы, потому что они его танцуют, они им управляют. Значит, иначе бы американцев он давно-давно послушался, тем более с такими льготными условиями. Потому что общество, в том числе российское, белорусское, оно требует других условий. Мы понимаем, что никакой выход на границы не изменит, значит, суть нацистского античеловеческого режима в Киеве. А значит, эта угроза национальной безопасности будет давлеть над нами дамокловым мечом. Нам это 100 лет не надо. Поэтому, ну, Зеленский, да, играет свою роль, которую ему выделили, значит, и определили большие дяди. Но большие дяди ждут того, чего мы обсуждали с вами в каждой передаче. 3 ноября 2026 года выборы Конгресса США. Нижние палаты, да, полностью палаты представителей, и частично, значит, Сената. Верхней палаты. Вот они всего этого ждут, потому что они понимают, что если вот ничего не изменится, исходя из нынешних замеров, там прошли очередные выборы уже в Техасе, да, в отчине республиканцев, и опять победил демократ. То есть ни Гренландия, ни Мадуро, ни, значит, Иран пока американскому обществу не заходят. Их больше всего волнуют экономические проблемы. Поэтому они сейчас действительно взяли такую паузу, оттягиваем все до ноября, там посмотрим. Проблема в том, что администрация Трампа дала это время до лета. Ну, почему до лета, понятно, потому что будет большой праздник, 250 лет со дня основания Соединенных Штатов Америки, да, значит, подписание Декларации о независимости 4 июля. Вот. И Дональду надо какие-то еще результаты, еще дополнительные, осязаемые, реальные, кроме Мадуро в нью-йоркской тюрьме, которые как-то, может, впечатлят. Значит, американцев. Что Ну, касается... погодите, а как... Вот, это, кстати, очень хороший аспект, который вы затронули. Да, да, действительно, круглая дата. День рождения Трампа, 80 лет, 250 Америки, конечно. Ну, каким боком тут Украина? Ну, вот смотрите, у него глобальная же вещь. Он встречается в апреле с Си Цзиньпином. Ну, вот, и четко подтверждает. Говорит, да, говорит, встретимся. Вот у него сейчас там Китай, у него сейчас там эти все пошлины, там идет, скажем так, вот эта возня с Ираном, где вот вроде съездил Нетаньяху, да, но съездил плохо. Почему я делаю такой вывод? Потому что, ну, во-первых, он там через черный ход заходил, вот это все. Понятно, что Нетаньяху, в общем, хочет окрутить Трампа, чтобы тот бомбил Иран, чтобы там что-то, заваруха началась. Хочет. Даже Зеленский встречался на Мюнхенской конференции с вот этой Резой Пехлеви, с наследником этого шаха. То есть, вообще, конечно, это отдельно надо обсудить. То Тихановская, то создадут какой-то там при президенте советника по Тихановской, по теме Беларуси.
то вот этот вот Реза. Я уже не выдержал, в телеграм-канале написал: ребята, ну объясните, пожалуйста, ему, что это не круто, когда ты встречаешься вообще, то есть встречаешься, в принципе, как считающий себя главой государства полновесным, встречаешься с кем-то в экзиле, да, или, ну, абсолютно, скажем так, без мандата, без ничего. Это плохо, это как-то вот по-байденовски, что ли. Помните, как он печеньками угощал, там, пирожными и все, ну, при своем... Это другой тренд. Но он, тем не менее, продолжает встречаться. Просто тут же очень важно понять место Украины на этом празднике жизни. Тут, помните, шутили, когда была тема с вот этой сделкой, ну, Бессент, Свириденко, еще не была она премьером, они там подписывали и говорили: вот елки-палки, сейчас станет Украина 51-м штатом. А там очередь уже выстроилась. Там очередь, там уже у него Венесуэла, там у него, говорит, Канада. Канада 51-й, 52-й Гренландия, Венесуэла. То есть это же тоже никто не сбрасывает со счетов. Почему вы думаете, что мы увидим к 250-летию активизацию по украинскому вопросу, а не по Гренландии? Сейчас с Кубой тоже интересности происходят. Вы знаете, почему нет? Мы увидим активизации по всем вопросам, потому что администрация Трампа, да, то есть вот эта команда мечты, это отдельный, значит, повод ее разобрать. Да, то есть министр здравоохранения – это антиваксер, который принимал наркотики, как он сказал вчера в подкасте американскому блогеру. Вот, значит, Не, министр войны... подождите, не просто. Я тут вас прерву, простите, Да. пожалуйста. Это же отдельно. Значит, тут по здравоохранению это отдельно. Два замечания. Первое. Саботка унитаза употреблял Да. кокос. Говорит: я не боюсь бактерий. С его слов, С да, его сам слов. сказал. Сам сказал, да. Но, простите, пожалуйста, у него же в голове червь. Червь в голове. Ну, то есть, это, ну, паразиты, они там проникают. Это тот, который бактерий не боится. Это первое замечание вашего упоминания. А второе... Ну, как, Дополнение. дополнение, да. Да. А второе замечание по этому не боящемуся бактерий, при всем уважении, да, он там говорит правильные, хорошие вещи. То есть, они действительно делают много для американского здравоохранения. Но тут тоже парадокс. Ровно тогда, когда Америка вышла из Всемирной организации здравоохранения, как из рога изобилия полились вакцины, препараты от самых тяжелых болезней. Российские, там, даже какие-то китайские, понятно, аргентинские, европейские. В общем, такое ощущение сложилось, что нахождение Америки в ВОЗ как-то это сдерживало. А сейчас, смотрите, одни открыли, другие приблизились, третьи там чего-то, какое-то лекарство от тяжелейших неизлечимых болезней стали находить. Это тоже заставляет задуматься. Продолжайте, Ну, пожалуйста. это да, это да, очень важные дополнения, причем дополнения, которые сказаны не какими-то там журналистами или, значит, вот этим пулом фейк-ньюс, на который мы часто ссылаемся. Политиков, Financial Times, Times, New York Times, Washington Post. Значит, неназванный источник сообщил, что в результате вот по итогу там года прошлого 80% вранье. Да, поэтому здесь сам министр здравоохранения США рассказал, что он вот употреблял эти запрещенные вещества, причем с крышки унитаза, простите. Это просто слова, которые характеризуют команду мечты Трампа. Президент, значит, министр войны, да, как сейчас называется, министр войны, это у них бывший алкоголик с Fox News, то есть, значит, спецслужбы там возглавляет там дама, которая сожителя своего устроила, ну, то есть, команда мечты. И, значит, этой команде мечты нужны какие-то результаты. Экономический результат, он заключается всего в одной цифре, в очень важной. Каждый житель США на сегодняшний момент, 14 февраля, значит, 26 года должен 110 тысяч долларов. Каждый должен. Это внешний долг, кроме своих там кредитов, лизингов. А если брать только налогоплательщиков, то есть убрать пенсионеров, младенцев,
323 тысячи долларов должен каждый американский налогоплательщик. Так Значит, какое дело до Украины? так, так правильно. Тут Югов в США опросил людей, там 29, по-моему, ну, не хочу лезть перепроверять, ну, в общем, треть где, 29, там 30 примерно знают, кто такой Зеленский. Они, правда, и Стармера Макрона там не знают, 60-50% кто такие, но это тоже поразительные вещи. Американцам вряд ли нужна будет Украина к празднику 250-летия предвыборной истории в Конгресс, ну и дню рождения Трампа. Правильно, им нужно прежде всего решение экономических проблем. Экономические проблемы США решить не в состоянии с внешним совокупным долгом в 38 триллионов долларов. Они, значит, поддерживают свой уровень жизни только путем вот этих всех постоянных конфликтов, наращивания, значит, продажи папуасам товаров, санкций, ограничений, рестрикций. Но, соответственно, как-то отвлечь внимание, я мысль вот продолжаю, надо. Поэтому это не только Украина, не столько Украина, которая действительно простого американца никак не интересует, но простого американца может заинтересовать то, что президент Трамп остановил Третью мировую войну. Вы же понимаете, пропаганда работает, как они это преподнесут. Буквально еще посмотрите на часы судного дня. Еще день, неделя, месяц, и ваши бы дома пылали в ядерном, так сказать, пожаре. И только президент мира остановил это безумство. То есть они будут хвататься и за Украину, и за Гренландию, и за, значит, Иран, и за Канаду. Хотя им надо, и у них нет никаких проблем, связанных с национальной безопасностью. Им надо решать экономику. Еще 150 лет, значит, назад, Жюсеран 100 лет назад, посол Франции в США, говорил, слушайте, что у Штатов уникальная, говорит, ситуация. 100 лет назад. Сверху у них один слабый сосед, снизу у них другой слабый сосед, справа у них рыба и слева у них рыба. То есть, понимаете, уникальное географическое положение. Но если бы вот эти доктрины очень важные, доктрина национальной безопасности, доктрина национальной обороны, которые очень грамотно сейчас сформулированы, действительно бы выполнялись, и они сконцентрировались на своем полушарии, значит, то это бы привело к очень серьезным экономическим успехам. Ну, одно сокращение военных баз, чего бы стоило. Больше 800 военных баз. Вот, посмотрите, сколько баз в Японии, значит, в Германии, эти страны лидеры по количеству военных баз, США. Зачем вам там базы, если в Германии в состоянии сама себя защитить? Да, она не в состоянии напасть на кого-то, но в состоянии себя защитить. А они хотят контролировать все морские пути, все воздушные, сухопутные пути. И поэтому у них все время вот этот долг нарастает. Но рано или поздно эта пирамида рухнет. И это приведет к тому, примерно можно сказать, к чему привела перестройка в Советском Союзе. И им надо решать экономические проблемы, сокращать военные издержки. Сегодня выплаты по внешнему долгу, вот бюджет США оборонный составляет порядка триллиона долларов, ну, за 25 год стал, по итогу, да, закрылся. А выплаты по внешнему долгу, выплаты составляют 1,2 триллиона долларов в год. Вы представляете? То есть, это фактически колос на глиняных ногах. Я уже не говорю про ежегодный дефицит бюджета в размере 1,7 триллиона долларов, который тоже наращивает вот эти экономические проблемы. Вместо этого США пытаются вот эту стратегию Монро, которую сейчас называют стратегией Данро, да, они распространить на весь мир, что вызовет еще большие расходы. Например, Трамп сказал, что уже триллиона недостаточно оборонного бюджета, нужен 1,5 триллиона. Ну и, конечно, вторая цель, кроме каких-то, значит, преимуществ, которые они продадут, значит, американцам как индейку под клюквенным соусом, да, что спасли, например, мир от Третьей мировой войны, им надо
ослабить Россию. Потому что цель ослабить Россию, как и ослабить Китай, у них все равно присутствует на протяжении всего периода после окончания Второй мировой войны. Цель ослабить Россию. Хоть тушкой, хоть чучелом. Не получилось, значит, с Венесуэлой, давайте с Индией. С Индией не получится, пытаемся с Китаем. Ну, понятно, что с Китаем они обломят зубы. И Россия с Китаем уже все прописала на долгие годы вперед. Например, а понимаете, Китай – это такая страна, знаете, вот в Америке есть пословица: поздоровался с китайцем, пересчитай пальцы на руках. Это такая страна, да, которая не уступит ни на миллиметр, значит, своих национальных интересов. Но если она планирует, значит, какие-то преимущества в результате, я так корректно пытаюсь выразиться, да, совместного взаимодействия, то это всерьез и надолго. На сотни, а может и тысячи лет. Так вот, если мы берем сотрудничество в нефтегазовой сфере, а именно поэтому, значит, хочет ударить Америка и ударяет и Британия, введя санкции против, допустим, Ямал-СПГ и Арктик-СПГ-2 терминала. Так вот, значит, по этому направлению Китай утвердил с Россией план рекордных поставок природного газа. К 30 году Китай планирует заместить другие поставки российскими и выйти на фантастическую цифру в 40% всего потребления природного газа. Они сейчас потребляют 38 миллиардов кубометров трубопроводного газа по силе Сибири-1. Значит, завершается строительство через пару лет силы Сибири-2, которая идет через Монголию. Это будет 50 миллиардов кубометров. И будет продляться имеющийся газопровод Хабаровск-Владивосток. Он еще называется «Сила Сибири-3», который с 27 года будет поставлять 12 миллиардов кубометров. Таким образом, к 30 году Китай выйдет на 40% поставок, это 110 миллиардов кубометров трубопроводного газа. А есть еще СПГ-газ, нефть и так далее. То есть эти стратегические замыслы никакие, значит, американская администрация не в силах изменить. Тем более, что Китай, он по сути, и народ Китая, он пророссийский. То есть у него отношение к России положительное. Там у людей более 75%. Ну, Это смотрите, очень важный параметр. многие же протрактовали встречу Сибиги с Ван И как, ну, как бы, ну, скажем так, изменение. То есть переметнулся Китай в другую сторону. Они там будут помогать Украине, там гуманитарную помощь, пакеты. Это дело всегда нужное, благородное. Сибига выходит, говорит: о, это там наш там важнейший партнер. Слушайте, так до этого Зеленский батон крошил и бочку катил на Китай. Причем так открыто, публично, ярко. Просто, ну, у нас уже, видите, как прошло там недельки 3, уже все забыли. Но вряд ли китайцы же забыли. Но почему они себя тогда так ведут? Потому что китайцы очень мудрые. Поэтому 5000 лет и сохранили свою государственность. Причем, в отличие от всех других империй, британской, немецкой, российской, значит, они сохранили государственность примерно в тех же границах, что были и 1000, и 2, и 3, и 4, и 5000 лет назад. Это уникальный случай, понимаете? Примерно, я говорю, на процентов 85. Поэтому они знают, ну вот есть такие вот дурачки из квартала. Да? Дурачки, я уже спокойно использую этот термин, потому что он уже идет в научных статьях. В последней статье вот Караганова мы с вами обсуждали, Россия, да, в глобальной политике, он уже использует этот термин, характеризуя деградирующие элиты Европейского Союза. Ну, нет просто других терминов более корректных. Поэтому, ну вот, дурачки упражняются. Ну, хорошо, поиграем с ними.
в искусственную политику. Но то, что это дурачки, это абсолютно точно, я имею в виду украинская делегация, это видно и по скандальному поведению украинских спортсменов. Слушайте, ну клоунада, ну не умеешь ты ничего, не достиг ты ничего, так сиди ты не отсвечивай. Нет, надо прийти, устроить скандал уже на Олимпиаде. Вот, такие же дурачки в политике. Вот вы правильно, значит, упомянули эти примеры о встрече с Тихановской, которую в Беларуси все ненавидят. Просто рвет от нее даже у людей, которые против Лукашенко. И Пехлеви. Та же история. Даже оппозиционеры иранские от Пехлеви, ну, их просто, это, понимаете, то же самое, чтобы Садовый или Садовый, как, значит, со Львова, чтобы увеличить свой рейтинг и своей политической силы, провел встречу с Януковичем. Ну, вы понимаете, то есть ты дурак или что? Какой Пехлеви? Его сами иранцы все ненавидят, оппозиционные. Какая Тихановская? У нее 3% даже нет. Это сбор блатных и шайка нищих. Нет, пойду встречусь, чтобы насолить. Батьки насолю. Ну, Так а чем насолил сам насолить? себе. Так Смотрите, вот а, именно, что нечем. по поводу батьки, два момента я хотел бы с вами обсудить. Момент первый. Что это они так синхронно с российской стороной как бы отморозились от заседания Совета мира? Первого с Трампом, 19, по-моему, число. Причем Россия как бы, ну, в общем, без каких-то причин таких, ну, таких, просто типа не едем. А Лукашенко вообще говорит, слушайте, я бы с радостью, я бы вот уже, ну простите, пожалуйста, дела, слишком поздно вы сказали, что будет заседание Совета мира. Так бы, конечно, поехал. Синхронность с Россией вызывает вопросики. И, ну, давайте так тоже. Опять, если масштабы, да, тут же целый Совет мира. Туда вот Израиль добавился на днях, там американцы, вот видите, как проехались по, ну, Венс проехался по Армении, Азербайджану, то есть там у нас вообще уникальный случай, у нас беспилотники теперь Америка будет продавать в ОДКБ. Армения член ОДКБ, и там беспилотники на 11 миллионов долларов. А это хорошо, потому что вы же понимаете, кому Армения перепродаст. А нам такие беспилотники нужны. Ну, понимаете, тоже странная такая история. Армения, кстати, вот все так Армения, они тоже там себе на уме. Это же там во время с 22 года был, по-моему, года 2. Там у них ВВП пер как на дрожжах, они просто счастье неимоверное, все фирмы, все, ну, потому что обход санкций, в том числе через Армению. То есть Грузия, Армения, там, понятно, Беларусь традиционно, но с Беларусью там уже, видите, по-другому немножко начали обходиться после 20-х годов, неважно. Вопрос в другом. Если масштабировать дела, ну, мы видели и в прошлый раз с вами обсуждали, что у Лукашенко душа болит, что телята не родятся. Дохнут телята в Гродненской области. Но тут как-то сам собой напрашивается вывод. Подождите, то есть телята важнее, чем первый Совет мира, где Беларусь принимает участие. Не подвинуть какие-то важные совещания и внутренние вопросы Лукашенко ради такого события. Почему? Потому что наши внутриполитические значит, вопросы имеют гораздо больший приоритет, чем вся вот эта напускная дипломатичность. И слушать, ну, сейчас вот перекраивать график президента, ехать туда, если непонятно с каким заявлением сходу может. Трамп же может зайти с козырей, непонятно с каким заявлением он сходу выступит на Совете. Поэтому Россия грамотно вообще отказалась временно. Ну, почему? В том числе потому, что Путин выдвинул предложение. Мы готовы за миллиард с тех денег, которые вы заморозили. В США, напомню, 5 миллиардов примерно, 5-5,5 оценивают вот замороженные российские активы. Ответа-то не последовало, понимаете?
Поэтому, ну, раз ответа не последовало, Россия абсолютно грамотно взяла паузу. А у нас едет министр иностранных дел, потому что у нас есть более важные вопросы. Вчера президент снова проверял внепланово боеготовность белорусской армии. Мы готовимся к, значит, ближайшему будущему, к сожалению. Мы понимаем, что, знаете, как Суворов говорит, очень скучен дипломатический слог, обманчивой двуличностью. И мы понимаем, когда Мерц говорит о том, что, значит, вот нам надо мир, да, вот, мы понимаем, к чему они готовятся. Поэтому, значит, чем проверять заседания и слушать на заседании Совета мира, значит, всяких нарциссов, лучше заняться внутренними делами, связанными в том числе с национальной обороной. А я вам скажу, что национальная оборона очень серьезно укрепилась, прежде всего технически. Да, армия по-прежнему как была 50 тысяч, а с гражданскими 65 тысяч она так и есть. Но у нас подготовлено 350 тысяч резервистов. Они на сборах используют боевые патроны, боевые гранаты, беспилотники. Кстати, вот эти американские беспилотники, которые нам в скорости продаст Пашинян, вот, пусть и на X3 по тройной цене, тоже укрепят нашу обороноспособность. Так вот, за год мы получили новые 5 тысяч единиц военной техники. Новые абсолютно, 20 наименований, в том числе 16 разработок собственных Гозвоенпрома. Мы получили эскадрилью самых, ну, одних из самых современнейших истребителей Су-30СМ. Новые вертолеты 35М. Значит, мы разработали собственную белорусскую ракету, которая позволяет вот наши РСЗО «Полонез», да, белорусскую разработку, дальность увеличивает с 30 до 70 километров. Значит, то есть белорусской ракетой. Вот. Для Полонеза, для Бука вот есть белорусская такая ракета, маркировка 9М318, если кому-то интересно. Да, вот это для Бука, дальность сбития цели с 30 до 70. А для Полонеза и Полонеза М у нас ракеты, которые летят 300 километров. Напомню, по маршруту Гомель-Киев по воздуху 223 километра. То есть мы готовимся вот к своему такому в рамках тихой работы к более важным делам. Поэтому президент же, он не невеста на выданье, которая вот Дональд захотел, и все туда побежали. У нас все-таки более суверенная политика, вот, и независимая. Поэтому для первого визита хватит и министра иностранных дел России. Вы знаете, вот, Александр, прошлый наш эфир вызвал жаркие, абсолютно бурные обсуждения, потому что я себе позволил покритиковать Анкоридж. И часть вот комментаторов просто, значит, взбудоражены были, говоря о том, что вот нет, руководство России не может обманываться, руководство России знает, что делать. Это было в субботу. И вот в понедельник выходят на экраны, так сказать, Дмитрий Сергеевич Песков и Сергей Викторович Лавров и говорят, что протух-то что-то дух Анкориджа. Точнее, они сказали более мягче, что вызывает недоумение, почему не выполняют. Вот, понимаете? То есть это я к чему говорю? Что мы, уважаемые друзья, в том числе в комментариях, должны обсуждать, предлагать идеи, не стесняться, критиковать какие-то идеи, действия, которые не являются правильными, а точнее не совсем правильными. Потому что, может быть, и эти все наши эфиры тоже смотрят специальные службы, организации, мониторящие общественное мнение. И мы все с вами, по сути-то мы единомышленники, мы с вами все, с Александром, значит, с другими экспертами. Нам что нужно? Нам нужен мир, спокойно жить в рамках того, как мы жили раньше. Пусть это будет семья, разделенная границами трех народов, но мы должны спокойно, захотел Ну, как Минск приехать, раньше, в Киев, в Москву. То как есть раньше как-то... уже не получится, вы же видите. Вы Ну, знаете, это вопрос дискуссионный. Не получится при такой мягкой, классической, кулуарной дипломатии со стороны Российской Федерации.
Но рано или поздно она изменится и будет более напористой. Понимаете, если вот эти 10-15% населения, которые сидят в Киеве на всех постах, на всех, значит, во всех вузах, во всех газетах, если их инфильтрировать, назову вещи простыми именами, точнее отстранить от власти, не зложить, сам украинский народ, он же мудрый народ, такой же, как русский и белорусский. Но понимаете, вот некоторые комментарии говорят, пишут провокаторы, либо просто недалекие люди, это нам уже не братья. Но люди добрые, для того, чтобы снять иглу телемарафона, надо включить иглу Останкина, а для этого надо физически, в том числе, зайти в Киев, понимаете? Включим иглу Останкина, посмотрите на всех граждан на новых территориях. Через год станут нормальными людьми. Но они же с утра до вечера потребляют этот человеконенавистнический контент. Простой человек, он очень, значит, возбудимый, он очень подвержен влиянию. Это абсолютно нормально. Поэтому мы не должны оставлять наших людей в заложниках у вот этих 10-15% омерзительных селюков, которые уже достали весь мир со своими хороводами и со своими шлемами на Олимпиаде. Уже тошно даже на это все смотреть. Поэтому вот, значит, я хочу сказать, что мы с вами вместе, мы, единомышленники, угадали в прошлую субботу, хоть резко я и говорил про этот Анкоридж, который уже высмеивают все и в России, и в Беларуси, и по всему миру. И мы угадали. Угадали, потому что и вот министр иностранных дел тоже высказал определенные сомнения. Еще в комментариях вот очень просят передать привет разным жителям городов. Нас смотрят вот Николаев, Харьков, Одесса. Писали привет с Красноярска, Новосибирска, Междуреченска, Геленджика, поселок Большевик, Беларусь, им привет. И даже с какого-то города Вилкавишкис, то ли, да, Литва скорее. Поэтому у нас смотрит фактически весь Советский Союз. Это радует. Вот, значит... Да, Юрий, я хотел бы, знаете, тогда Так. вот в финале нашей сегодняшней беседы, раз уж так с духом Анкориджа, ведь важнейшая вещь — это переговоры на следующей неделе. Россия меняет переговорщика. Теперь не Костюков. Мединский возвращается. Это прям очень важно сейчас в контексте духа Анкориджа рассмотреть. Есть переговорная группа с Украиной, она там не поменялась, ну или мало поменялась. В общем, есть переговорная группа со стороны Российской Федерации во главе с Мединским. Мединский был до Анкориджа. Мединский был на первом Стамбуле. Мединский был на втором Стамбуле. Сейчас у нас третий заход, получается, да, Мединского. Почему Мединского достали снова, в третий раз, возглавлять делегацию? Как вы ответите на этот вопрос? И самый, наверное, важный момент. Как вообще, какие перспективы ввиду этого? Что вообще это означает? Ну, давайте так. До Анкориджа и после Анкориджа. После Анкориджа вы видите, как все поменялось. И там Дмитриев. Ну, Дмитриев тоже присутствует в этой истории. Почему? Потому что эта встреча будет, во-первых, в Женеве. То есть опять Женева. Опять Мединский. Но Дмитриев тоже летит в Женеву, но подчеркнуто не в составе переговорной группы, а просто встречаться с американцами. То есть, как я понимаю, по там, своим отношениям двусторонним. Ситуация закручивается очень интересно. И как вам кажется, что мы увидим ввиду этого на следующей неделе? Это что, у нас почти час пролетел эфира. О, время летит. Я только развернулся. Значит, смотрите, что тут можно сказать. Ну, во-первых, с учетом того, что, надеюсь, нашу позицию, вот эту аналитическую, хоть как-то докладывают в Кремль, может, какими-то аналитическими записками или хорошо в околокремлевские аналитические структуры, потому что и Лавров, Песков среагировали, наконец, на Анкоридж. Хочу сказать здесь первое. Мне абсолютно непонятен выбор города переговоров. И если кто-то будет в комментарии опять повизгивать,
я скажу им словами Захаровой и Лаврова. Швейцария не является нейтральной страной. Или вот недавнее интервью Сергея Гармонина, посол Российской Федерации в Швейцарии. Швейцария, следуя санкциям Евросоюза против России, подорвала репутацию нейтральной страны. За последнее время Бёрн сделал ряд примечательных шагов по сближению НАТО, и Россия больше не воспринимает его как нейтрального посредника в переговорах Украины. Заявил в интервью РИА Новости посол в Швейцарии, России в Швейцарии Сергей Гармонин. То есть, ребята, мы должны быть последовательны. Какая нафиг Женева? Если мы говорим, что это не нейтральная страна, если они своими действиями подорвали нейтралитет, нет больше нейтральной Швейцарии, так как можно там проводить переговоры? Это первый вопрос. Это значит уже неправильно. А раз неправильно, никакого результата не будет. Значит, вот из-за этой непоследовательности вот все время воспринимают российскую позицию как слабую и все время переходят красные линии. Вот, пожалуйста, сами говорим словами уважаемого Лаврова, уважаемой Захаровой, уважаемого Гармонина, посла в Швейцарии Российской Федерации, что Швейцария не нейтральная страна. А чего мы тогда там проводим переговоры? Это очень важный момент. Кто в Кремле сидит, кто этот человек, который является, я не знаю, что, агент Госдепа или что? Зачем это делать? Ну вот, понимаете, мы и так молчим все, мы аналитики, значит, все, значит, военные корреспонденты, да, все, значит, вообще сами военные и дипломаты, не понимая некоторые решения. Но есть, и мы молчим, почему? Чтобы не давать почву врагу искать вот эти линии раскола. Но это же беспрецедентное неуважение к Российской Федерации, проводить в Российской Федерации переговоры в Женеве. Это вот моя позиция как аналитика. Если я не прав, напишите в комментарии, что я не прав. Давайте обсудим этот момент. Это первое. Второе. Понятно, что после провокационного покушения на генерала Алексеева, ну, понятно, что русский генерал Костюков просто не может, адмирал точнее, присутствовать там. Это было бы просто чудовищно. Жать руку террористу Буданову и этому мерзавцу, гражданину США, значит, Умерову. Это просто безнравственно. Я уже говорил прямым текстом, что я уже не говорю о том, что если уж эти перчики собрались в одном месте, пусть это даже Абу-Даби, так вы сделаете так, чтобы они больше не собирались. Значит, то есть, поэтому в эту делегацию включили Мединского. Мединский человек очень опытный, Мединский человек, выступающий четко на стороне и отстающие российские интересы, а значит и белорусские. Вот, в рамках союзного государства мы фактически одно целое и ментально, и физически, да. Значит, поэтому с Мединским им придется прослушать лекцию на тему истории. Значит, Мединский очень правильно сказал, приводя в пример Северную войну, мы готовы воевать 20 лет. Особенно, когда переключимся экономически. Вот эти все нефтегазовые и экономические потоки на Китай. Мы готовы, у нас план есть. Готовы ли вы? То есть, поэтому этот второй момент все-таки, вот первый он неприятен насчет выбора места переговоров Женева. Второй момент все-таки дает надежду. Все-таки дает надежду, что русские национальные интересы будут отстаиваться. И интересы тех жителей Украины, которые доверились на новых территориях России, тоже будут отстаиваться, что не будет слива, потому что у нас все время в истории политики сливают военные достижения. Все время. Вот военные добиваются успехов, а политики все время сливают. Ну а что касается Дмитриева, ну, я тут промолчу, я уже не говорю, что позиция Дмитриева, значит, уроженца Киева, она вызывает у меня лично недоумение.
Мне плевать, значит, на чьей дочке он женат, кому он там ближе и так далее. Я исходя из национальных интересов Республики Беларусь и Российской Федерации. Вот это вот план про 12 триллионов, ну это, слушайте, пустая болтовня. Сексиллионов давайте, секстиллионов 12. Или что там еще есть на 2 порядка больше, чем триллион. Трамп подписал на триллион договор с Саудовской Аравией. Ничего там не выполнено. Вообще ничего. Ноль. Ноль по фазе, как говорят электрики. Поэтому вот эти вот словоблудства, да, мы сейчас замутим бизнес. Значит, вот, мы сейчас инвестиции. Какие инвестиции? Мы всегда были на другой стороне. Запад, коллективные США на одной, мы на другой. Все. Ближайшие инвестиции, какие могут быть инвестиции, если между нами ров с крокодилами? Его закапывать надо, неизвестно сколько лет. Что, Дмитриев не знает про закон 3364? А я могу рассказать про этот закон от 2017 года. Так вот, значит, этот закон запрещает всяческую торговлю с Россией, Ираном и Северной Кореей. И этот закон можно обойти только если решением Конгресса. Трамп его не может, закон 3364, обойти. А знаете, когда снимется этот закон? И мы тут же приводим поправку Джексона Веника 1974 года, которая ограничивала всю торговлю. Советский Союз распался, в отношении Украины эта поправка была отменена в 2006 году, а в отношении России в 2011 году, через 20 лет после распада Союза, а в отношении Беларуси, вы будете смеяться, действует до сих пор. И, кстати, Азербайджана, Казахстана, еще некоторых стран. Поэтому о каких 12 миллиардах ты говоришь или сексиллионах? Вот, значит, поэтому, ну, это я в целом высказал 3 таких очень важных мнения касаемо предстоящих переговоров. Но зафиналю я следующим. Никаких практических результатов, кроме локальных, очередных, может быть, обмены тела. Это благое дело. Но для этого не нужно хороводить по Женевам, понимаете, и ездить такими делегациями туда-сюда. Он включил, значит, Zoom, как мы с Александром обсудили, все, решили. Зачем тратить деньги? Так вот, кроме вот таких локальных, добрых, действительно хороших дел, никаких принципиального изменения подходов ни украинской стороны, ни российской не будет. А Мы что будем изменит? реалисты. Подождите, что тогда изменит? Что тогда толкнет, ну, этот, как бы, Значит, вагон ноябрь вперед? ждем. Знаете, как говорят, вот сидим на попе ровно, говорят в сети, там пишут, вот такая красивая фраза. Все сидим и ждем ноября 26 года. Если победят республиканцы, я выступаю за это, конечно. Значит, несмотря на вот эту разнузную политику председателя Совета Мира, думаю, он перебесится за этот год, успокоится. Вот, выплеснет свою вот эту экспрессию. Ну, потому что уже и нечего, он уже такие фантастические идеи попредлагал, что уже дальше это вообще разрыв мозга. А значит, если победят республиканцы, это резко принудит политический класс Украины пересматривать в очень сжатые сроки свою позицию. Со скоростью ветра. Значит, если, может быть, даже до конца года, вот берем ноябрь, если победят демократы, они будут рассматривать вопрос, они это украинский политический класс, и давить на демократов введение иностранного контингента без согласия Российской Федерации, и значит война будет интенсифицирована. Поэтому сидим ровно, ждем ноября, до ноября ничего не будет. Какие бы планы ни предлагали по инвестициям и какие бы сказки нам не рассказывали. Мы же, в конце концов, здесь аналитики, а не, значит, болтуны, как квартал 95. Да, Юрий Воскресенский был моим собеседником сегодня. Спасибо вам большое за время и мысли. Спасибо, Алексей. Друзья, всем большое спасибо, что
пишите комментарии, что, ну, видите, Юрий читает комментарии, да, выбирает какие-то, книги ударит. Поэтому напишите пару строк, что вы думаете о сегодняшнем разговоре. Не забудьте, пожалуйста, подписаться, поставить лайк. Самое главное, берегите себя и друг друга. Добра и света.